День 1940, Алекс на связи. Часто, когда читаешь какую-нибудь статью или смотришь какое-то видео, а потом обращаешь внимание на комментарии под этими статьями или видео, то возникают там всякие споры, что то, что сделано, это совсем не автоматизация. Автоматизация это как все само, а кто-то говорит, что нет, автоматизация это может быть и управление с помощью телефона или умной колонкой. Но в целом, конечно, получается так, что автоматизация надо для каждого своя. И когда, например, делают какой-нибудь дом очень большой, и на автоматизацию потратили несколько миллионов, все равно возникает вопрос, а зачем это нужно было и будут ли это реально использовать. Конечно, есть комментарии, там часто от интеграторов о том, что если там проектировщик все знает, дизайнер все знает, интегратор все знает, и заказчик, сам хозяин дома, он тоже все знает, и жил в таких домах, он сможет предусмотреть все, что нужно, попросить, оплатить, и, в общем-то, ему сделают. Это, конечно, может быть такая ситуация и гипотетически может случиться, но, скорее всего, такого не произойдет, потому что даже если уже где-то попробовал умный дом, понимаешь, что в другом месте, например, если в квартире сделал, то в доме или на даче там может быть совсем все по-другому, другие требования, или в другом климате может оказаться, что нужно предусмотреть место отопления, охлаждения, усиленную или вентиляцию, или там, если наоборот в каком-нибудь холодном климате, то нужно отопление подумать, как сделать, и возможно еще и резервное отопление. Там, если есть газ, то можно и еще отопление электрическим котлом придумать параллельно, мало ли там газ отключит, или может быть, если еще что-нибудь произойдет, там сломается насос или какая-нибудь проблема, то может быть еще и радиаторы нужны, или там теплые полы разные. То есть это очень много есть нюансов, которые нужно предусмотреть для того, чтобы сразу там точно сказать, что это все нужно. А если что-то забыть, то потом может оказаться, что если, допустим, решение это проводное, и там все проводами делали, и везде подвели к нужным местам, то может оказаться, что что-то забыли, и уже никак это не сделать. И тогда будет подключаться какое-нибудь другое решение, там, по Zigbee или Z-Wave или по Wi-Fi, и в итоге получается, что система становится совсем не той, с которой привык работать интегратор. Возможно, там какие-то новые компоненты нужно будет, они будут работать не совсем правильно. Если это какие-то датчики, допустим, температуры, влажности или еще какие-то другие работающие от батареек, они требуют замены периодически батареек. Это тоже может оказаться неудобно. Допустим, если дом большой и там очень много комнат, то может оказаться, что нужно там 30 или 50 или 100 батареек менять каждый год. Это, конечно, никто не будет делать разово и нанимать кого-то, чтобы там прошел по всем... Ну, такой тоже может быть. Чтобы прошел по всем этажам и, в общем, там заменил батарейки. Но и не забыл, все равно я, допустим, если что-то начинаю менять батарейку, я уже иногда не помню, где датчик находится, и иногда долго его ищу, если особенно это какой-нибудь переносной, он может куда-нибудь вообще завалиться и там показывать неправильно и температуру, или влажность, или еще как неправильно работать. А если предусматривать управление шторами, то это на каждое окно нужно поставить такой карниз с электродвигателем. Если там еще тюль, то нужно еще один такой же поставить, потому что они обычно только на одну шторку рассчитаны. Это еще усложняет. Значит, надо будет подвести туда питание. Если это сделано проводным способом, скорее всего, и управление тоже будет где-то в электрощитке, там, слаботочном, например, где вся система умного дома установлена. Оттуда нужно будет вести. Если есть какой-то способ управлять локально, то это все равно нужно будет там 2 кабеля вести как-то дополнительно для управления, потому что проводные решения сделаны так, что есть центральный модуль, и на нем подключены все там нужные дополнительные какие-то компоненты для управления, то есть это какие-нибудь реле, какие-нибудь диммеры и там еще что-то. То есть это не очень удобно, если что-то понадобится поменять. Ну а если это беспроводное решение, например, работающее по Wi-Fi, то, конечно, можно только подвести питание к этим моторам, например, для штор. И этого будет достаточно. А дальше уже понятно, что можно по Wi-Fi в любое место сигнал передать, и все там будет управляться. Но это все равно нужно заранее предусмотреть, чтобы эти карнизы были, и они там были смонтированы
везде. Ну, а может оказаться так, что и не надо, в общем-то, это все. То есть никто не будет там этими шторами управлять, не настраивать какие-то сценарии в какой-нибудь комнате. Либо они там будут все время закрыты, либо, например, только шторкой будут пользоваться, а тюль не будут открывать. Это, конечно, заранее не предусмотреть и переплачивать за эти решения заранее. Это, наверное, не совсем правильный способ. Конечно, если есть вероятность, что чем-то будет пользоваться, можно это все там предусмотреть, но так обычно не поступают. Если уж так думать, так можно вообще там пойти и покупать лотерейные билеты, там тоже есть вероятность выиграть. Обычно делают только то, что действительно нужно и уже точно будут использовать. Например, у меня есть, конечно, такая потребность в одной комнате, чтобы там шторка закрывалась, и когда утром солнце светит, чтобы на телевизор не попадал свет от солнца, потому что может там повредиться экран телевизора, и, в общем-то, не очень хорошая ситуация возникнет. Ну, а если кто-то хочет сделать, например, управление светом удаленное, это, конечно, значит, есть такая потребность, и говорить, что удаленное управление светом – это не умный дом, это не совсем правильно, потому что, да, может быть, есть какое-то правило управления светом, а может и нет его. Например, чтобы там по датчику движения включался, а кому-то это не надо, например, и он готов вручную включать и вручную выключать. Но если, например, оказалось так, что где-то он видит, что свет остался включенным, он мог это выключить. Или, например, когда уходит из дома куда-нибудь, то тоже можно нажать какую-то мастер-кнопку, и он выключится везде. Это тоже функция умного дома, даже если это вручное управление, а не какая-то автоматизация. Ну или даже, например, вентилятор какой-нибудь в ванной комнате или в туалете. И тоже, например, иногда бывает желание им управлять автоматически, а иногда бывает так, что есть потребность его выключить вручную. Например, если по какой-то причине он включился, ну или забыли выключить случайно. Может быть, и правило есть, чтобы он выключился сам, но, например, влажность в ванной комнате может быть достаточно долго высокой, и он будет работать очень долго. И тогда нужно все равно, чтобы была возможность удаленно зайти, во-первых, увидеть, что вентилятор включен, а потом его еще и выключить. Ну, конечно, можно предусмотреть автоматизацию, что, например, если вентилятор работает там больше часа или там больше суток, то чтобы он выключился автоматом. Это тоже можно сделать, но это надо заранее понимать, что такой сценарий нужен. И его, если там заказываешь, то попросить сделать. Если сам делаешь, то надо его сделать, а возможно он никогда и не сработает. Этот сценарий, у меня таких сценариев на самом деле очень много, не только с вентилятором, но и с освещением, которые в принципе написаны, но никогда не работают. И, например, в Home Assistant это видно, когда последний раз был запущен сценарий, иногда просто эти сценарии, они бесполезны получаются. И проще будет просто там периодически заходить, например, раз в неделю или когда уехал там куда-то посмотреть удаленно, все ли действительно выключил, когда будет свободное время, и выключить это вручную, если это что-то неправильно работает. Ну и то же самое, например, касается теплого пола. Часто придумывают, что там нужен какой-то сценарий для поддержания температуры теплого пола, там понижение его ночью, повышение к утру, или когда куда-то уходишь, чтобы отключался теплый пол, но когда приходишь, он там заранее или как-то включался и снова там нагревался до нужной температуры. Но на самом деле не всем это нужно. Некоторые, например, просто включают его и больше к нему не притрагиваются. У меня, например, практически так и работают теплые полы. Там, где мне нужно, чтобы они работали, например, на кухне, у меня он всегда включен. В минимальном режиме работает и поддерживает нормальную температуру. Когда станет жарко, или он просто сам отключится и не будет нагревать. А зимой он всегда работает и, в принципе, всегда удобно и приятно по нему ходить. Ну, например, в других комнатах, например, в коридоре или ванной у меня тоже есть теплый пол, но там он всегда выключен, потому что в нем нет никакой необходимости. И, в принципе, чтобы он там работал, и меня раздражает, что термостаты щелкают при этом достаточно громко, ну, и поэтому я его отключил и никогда не вспоминаю. Я, конечно, не буду его особо там выключать специально, когда куда-то ухожу. Но, значит, включать его тоже нет никакого смысла, особенно если тариф, например, там за электроэнергию разный используется. Там ночной тариф, например, он слишком дешевый, чтобы выключать
этот термостат, а утром, допустим, в пик, чтобы он там нагревал обратно этот теплый пол. Это, конечно, не совсем правильное решение. Лучше уж пусть он всю ночь работает, но зато утром не надо будет как-то дополнительно включать и прогревать его долго. Ну, может быть, наоборот, даже в пик его выключить, чтобы немножко сэкономить уже на этом электроэнергию. Но и у меня, например, он всегда работает, и я не буду его понижать. На ночь не буду понижать. И когда ухожу куда-то, не буду выключать. И когда мне уже совсем надо будет, например, поеду, там, не знаю, в отпуск, то, конечно, тогда, возможно, я просто все термостаты выключу, и пусть они там в отключенном режиме будут. Ну, зимой обычно у меня еще есть резервный термостат на балконе, например, который всегда поддерживает 5 градусов. Такая же ситуация может быть и на дачах, и в домах, где нужно поддерживать какую-то минимальную температуру. Но это просто получается другой режим термостата. Его тоже можно настроить. Ну, вот надо заранее тоже понимать, что такие ситуации возникнут, и нужно какие-то режимы специальные предусматривать. То есть, когда спорят о том, что эта функция нужна в умном доме, а эта функция не нужна, это все-таки нужно применять именно к себе, а не к кому-то. А другим можно максимум это показать, что есть такая функция, но даже в этом случае не факт, что они поймут и что это нужно действительно будет им конкретно в их умном доме.